уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы хотим сделать новую видеосерию роликов, назовем их так, «Мои цветочные будни», где я буду рассказывать и показывать, самое главное, как я ухаживаю за своими растениями. То есть это будет опрыскивание, подкормки, пересадки маленьких растений, больших уже взрослых сформировавшихся кустов. Все, что я делаю со своими растениями. Видеоролики будут коротенькие, компактненькие. Я надеюсь, это будет не только интересно, но и полезно. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня вместе с вами я хотела бы пересадить этот антуриум сорт Дакота из маленького горшочка в горшок большего объема. Это детка от домашнего растения. Изначально после отделения от материнского куста он был пересажен вот в такой пластиковый горшочек и был примерно такого же размера, как и вот это растение. Затем он подрос, был пересажен в этот горшочек. Объем этого горшка 0,6 литров. Сегодня я хочу пересадить его в больший горшочек. Это 1,6 литров. Двойные горшки, очень удобные. В последнее время я очень привыкла к этим двойным горшкам. Лишняя вода стекла в поддон, слили, поставили. Поверхность, на которой стоит горшок, всегда чистенькая, аккуратненькая. Я буду пересаживать в грунт второго состава. Подробно на приготовлении этого грунта я не буду останавливаться сегодня. Об этом все можно узнать на нашем сайте, посмотреть видеоролики, как приготовить грунт. Единственное, что могу сказать, рекомендуется брать 2 части кокосового торфа, 1 часть кокосовых чипсов и 1 часть верхового торфа. Я бы сегодня хотела остановиться на фракциях. Подробнее посмотрите, как это все выглядит. Это кокосовый торф. Как видите, фракция мелкая. Разные производители, разные названия. Кокосовый торф, кокосовый субстрат. У меня кокосовый торф. Фракция очень мелкая. У кокосового субстрата фракция гораздо крупнее. Поэтому я возьму 1 часть кокосового торфа, 2 части кокосовых чипсов. Хотела бы еще обратить внимание на кокосовые чипсы. Я использую вот такого на данный момент. У меня вот такие чипсы. Многие девочки в группе нашей WhatsApp говорят, что эти чипсы не обязательно замачивать, они якобы уже мокрые. Но вы знаете, я бы не сказала этого. По крайней мере, мои, как видите, суховатые. Если даже сравнить их с вот этими, которые я замачивала, как видите, они сухие. Поэтому я все-таки их замачиваю. Влаги, конечно, много они не берут в себя, но тем не менее, чуть-чуть, но впитывает. Итак, 1 часть кокосового торфа мелкой фракции и 2 части кокосовых чипсов. Верховой торф. Верхового торфа я беру 1 часть. Его можно предварительно не замачивать, так как те компоненты влажные, можно добавлять его в сухом виде. Тщательно перемешиваем. Как видите, прям таких вот точных рекомендаций, вот 2 части кокосового торфа, 1 часть кокосовых чипсов. Прям вот так вот точно придерживаться не обязательно. Обращайте все-таки внимание на фракцию. Импровизируйте. Единственное, что остается неизменных, это верховой торф. Его 1 часть должна быть. Перемешала. Посмотрим, что у меня получилось. Примерно вот такая
такая консистенция. Не знаю, видно вам, не видно, но постараюсь показать. Вот. Итак, приступаем к пересадке. Как я уже сказала, двойной горшочек. Керамзит я не использую при посадке. Единственное, чтобы вот эти отверстия закрыть, они очень большие, использую. Вот 3 штучки достаточно будет. Заткнула, все хорошо. Теперь все как обычно. На дно грунт и следом пересадим растения. При второй пересадке этого растения я уже добавляла микоризу, поэтому сейчас я микоризу уже добавлять не буду. Как говорится, она добавляется один раз и на всю жизнь. Горшочек тоже у меня здесь двойной. Аккуратно вытаскиваем растения, стараясь не повредить корни. Я буду пересаживать методом перевалки. Как я уже и сказала, что корни довольно-таки неплохие. Так, аккуратно, чтобы не развалилось ничего. Свободное пространство засыпаем новым грунтом. Свежим. Не новым, а свежим. Потому что грунт также второго состава, как и тот, который был в этом горшке. Аккуратненько. Грунт утрамбовывать не надо. Он при поливе сам осядет. Все готово. Биостимуляторы при посадке я не использую и вообще в последнее время стараюсь их не применять. Вы знаете, такого прям супер эффекта от них я не видела. Но тратить деньги зазря я не считаю нужным. Если вы, конечно, привыкли к биостимуляторам, то можно обработать после посадки, опрыскать раствором с добавлением биостимулятора. Я же буду применять обычную дождевую воду. Опрыскала растение. Я считаю, что этого будет достаточно. Так как я пересаживала растения методом перевалки, то подкормки прикорневые можно проводить уже сразу после пересадки при следующем поливе. Я же буду подкармливать, использовать прикорневую подкормку через полив. До этого я буду листовую подкормку производить, используя как макроудобрения, так и микроудобрения. Дозировку, периодичность внесения удобрений, все это есть на форуме. Если вас заинтересует, пожалуйста, заходите, читайте. Предвижу, что после выхода этого ролика последуют комментарии. Ой-ой-ой, что же вы сделали? Такое маленькое растение пересадили в такой большой горшочек, теперь оно расти будет, но цвести не будет. Антуриумы любят маленькие горшки, вы совершили ошибку. Согласна, да. Когда корни антуриума заполняют весь горшок, подходят к стенкам горшка, растение, можно сказать, переходит в следующую фазу, то есть фазу цветения. Я согласна, спорить не буду, все так и есть. Но скажите, пожалуйста, вот такое маленькое растение, какой цветочек оно может дать? Цветочек с ноготочек? Зачем? А зачем потом я буду разводить руками и говорить, ну извините, это первое цветение, поэтому цветочек такой неказистый, такой некрасивенький. Следующее цветение будет гораздо лучше и красивее. Зачем? Я считаю, пусть вот растение растет в этом горшке, наращивает корневую массу, наращивает листовую массу. И когда оно окрепнет, станет большим, взрослым,
Тогда при цветении оно выдаст достойный полноценный цветок. И я уже с гордостью могу будет показывать этого растения и говорить: смотрите, какой красивый, какой большой цветок. Но это мое мнение, ваше мнение может отличаться от моего. Если так, пишите комментарии, поспорим, обсудим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания.